Okay, good. Okay, thank you. Yep. Where's home? I'm from Russia. Okay. And Yeah. then, do you live here? Now I'm traveling in Oh. US. I'm from California. Ah, Okay, well, ride safe. you too. Thank you. Yeah. Well, good luck. Thank you. Очередь. Билет стоит $20. Очень милый дядя сидел на кассе. $20 стоит билет. Он говорит: ты откуда? Я говорю: я не говорю по-английски. Он говорит: ты откуда? Я говорю: из России. Он говорит: да. По-русски говорит: да. И спрашивает: это correct? Ну, типа, правильно? Я ответил, ну, он сказал. Говорю: да, это верно. Он говорит: тут много бывает русских, и они часто говорят да. Так что люди знают. Смотрите, я нашла на кратер. Это самый известный, в принципе, кратер, потому что он сохранился. Панорама с видом на местность. Очень красиво. На самом деле этот метеорит упал 50 тысяч лет назад. И это удивительно, потому что большинство ведь все-таки сгорает в атмосфере. Restrooms. Куда мы идем? Сюда. Мне дали вот такую вот карту, где написано про метеорит, RV-парк, магазинчики и так далее. Вот, смотрите, мы дошли. Все близко. Обалдеть, какой огромный метеорит и какой огромный кратер получился. Да. История этого метеорита. With the shockwave, the shockwave damaged buildings and windows. As the meteor passed through the atmosphere, it exploded, creating a flash of light brighter than the sun, and a shockwave. It took nearly 3 minutes after the flash for the shockwave to be felt. The shockwave damaged buildings and windows and resulted in more than 1,400 injuries. Вот так вот. Очень неожиданно, что я в Америке узнала больше про Челябинский метеорит, чем в России. Чем я не знала, что это в 2013-м произошло. Казалось, что так рано. Вот. В маркете можно приобрести всякие интересные штучки. Вот кусочек метеора. И кому-то интересно. Вот эти вот интересные вещи. Просто нереальное количество разных камней. Я взяла себе, как обычно, наклеечки. Просто нереальное количество наклеек. Вот это вот тоже интересно выглядит.
wanna only 5 minutes. I need to pay, yeah. Well, if you don't want to pay, you can stop right there, do your video in 5 minutes. You can park in there. It's okay. Thank you so much. Такой хороший дяденька, просто пропустил меня бесплатно. Потому что я не хочу платить $5, потому что я просто сделать фото и не собираюсь идти на крик. В принципе, я вложилась в 5 минут. Короче, тут оказался целый городок в Сидоне. Вы не представляете, сейчас 26 градусов, я в экипировке, мне кажется, за весь свой трип это первый жаркий такой денечек. И, кстати, очень сложно найти отели. Здесь отели вообще от $1000, но выезжая из этого парка, какой-то там однозвездочный за $200, но мне не хочется тратить такие деньги, поэтому буду искать кемпинг или что-то около того. Очень красиво. Интересно. Я хочу покушать на самом деле. Я не ела с утра. Так мило. Куча маркетов. Я бы здесь покушать. Смотрите, какие интересные штучки. Ну, мне кажется, вот городочек и закончился в целом. Не маленький, но и небольшой. Я так и не нашла, где покушать, но я нашла и купила 2 классных наклеечки себе. Разных, опять же, одна на чемодан, другая на мотик, возможно. Нашла кемпинг. До кемпинга ехать 3,5 часа отсюда. Время есть. Наверное, приеду очень поздно, но это единственный дешевый возможный вариант. Красивейшее блюдо, наверняка очень вкусное. Забыла вилки, блин. $22 отдала за него. Понимаете? Вот такая вот красота вокруг. Я покушала. Очень вкусно и очень дорого. Согрелась. Еду дальше. На самом деле здесь паркинг только для инвалидов. В принципе, все занято, все забито. Но я думаю, на мотике проще найти место, чем на машине.
Прекраснейшие виды. Оказывается, это целый город Сидона, и здесь достаточно много домов, поэтому у них собственная церковь. Сейчас спущусь, найду место и поднимусь уже сюда пешком. Итак, вон там вот я оставила мотоцикл. И идем в церковь. Пейзажи великолепные, конечно. Вау. И вид на город. Ух ты. Отличное место себе выбрали. На дроне летать нельзя, телефоны нельзя. Хочу посмотреть еще одни монументы. Закрываются они в 5. Но я думаю, тут сильно хайкать не надо, поэтому успею посмотреть. Опять же, когда я смотрела эти картинки в интернете, я думала, блин, наверное, они какие-то маленькие, эти домики. А приехала такая, что? Такие огромные. Обалдеть. Очень круто, конечно, и очень высоко. Их тут много, да, я так понимаю. И все люди в шортиках, в маечках, а я в полном экипе, в термобелье. И все потому, что я еду с севера Аризоны, где был холод неимоверный. А здесь жарко, здесь жарюсь. Мне лень переодеться, если честно. Речка какая-то. Совсем рядом. Итак, вот так это все выглядело внутри. Я должна вам показать самый распространенный знак в Аризоне и в Нью-Мексико. Пожалуйста, с пистолетами не заходите. В Нью-Мексико, кстати, дорожный знак еще очень распространенный был. Не пейте за рулем. А в Аризоне заметила, что самый распространенный знак — это не печатайте за рулем. Напишите потом текст. Видимо, люди часто зависают в телефоне, и эту проблему пытаются максимально решить. Ну что ж, теперь я еду в свой кемпинг. Еще 2,5 часа. Аризона настолько многогранна, настолько здесь разнообразна природа, я просто в шоке. Я выезжала в 9 утра, и насчет температуры было 0 градусов. Ночью вообще безумно холодно было. Выезжала я, были красные скалы такие огромные, потом какие-то марсианские виды, то есть холмы красные, бордовые, черные, желтые и так далее. Потом какой-то лес, потом пустыня. Потом я приехала вообще на кратер посмотреть, куда метеорит упал. Потом опять леса, потом снежные горы, понимаете, сегодня снег видела. Потом я приехала в Сидону, где вообще красные, высокие такие красно-желтые скалы, очень красивое место. А потом я ехала и впервые в жизни увидела огромные кактусы размером, наверное, с двухэтажное здание.
настолько круто, что я ехала такая: вау, какие они крутые, они очень толстые, очень высокие и просто вау. А сейчас я в городе, где куча пальм. И 6 вечера. Насчет погоды, да, я весь день ехала, в принципе, холодно было. В Сидоне уже плюс 25, то есть уже даже жарко. А здесь в 6 вечера, я в середине, в средней части Аризоны, здесь плюс 31, в 6 вечера, понимаете? Мне кажется, за весь мой туристический опыт, это первый раз у меня так жарко. Если честно, мне сложно в жару катать, лучше уж холодно пускай будет, нежели такая жара. Привет, друзья! Сегодня я остановилась на кемпинге, но забронировала домик, и идемте, я вам его покажу. Вообще здесь есть 3 варианта ночевки, то есть люди в RV остаются ночевать, для них есть вода, либо в палатках тоже вода и свет есть для них. У меня парковочное место, вода, гриль, столик отлично, где можно покушать. И идемте в домик. Качеля. Я не знаю, для чего ведерко с землей. Интересно, очень двери открываются. Дерни за веревочку, двери откроются. Мы попадаем в комнату. Тут даже есть свет. То есть включается, выключается. Все хорошо. Есть зеркало. Привет. Кондиционер и обогреватель, если вдруг холодно. Кровать, то есть в принципе домик на 4, я думаю, двухспальный, и вот такие вот кроватки. И здесь нет спальных принадлежностей, ни подушек, ни одеяла, ничего. Поэтому я использовала свой спальный мешок. И здесь очень круто, что есть розетка. Поэтому вот мой сейчас телефон на зарядке. Что здесь еще? Ну, мусорка, понятное дело. И правило, то есть я чекаут должна сделать в 11 утра. Нельзя курить, готовить внутри, разводить огонь только на гриле можно. И я вчера даже поплавала в бассейне. Я настолько была уставшая. И в принципе я сейчас в месте, где очень жарко. Поэтому я поплавала в бассейне. Сейчас вам пойду покажу местность. Кстати, здесь огромные кактусы, которые меня впечатляют просто выше, чем дерево. На самом деле, когда я приехала в домике, работал кондиционер. На улице было плюс 31 вечером. И поэтому... Так, я не туда пошла. Поэтому было очень хорошо, прохладненько. Но я его выключила на ночь, потому что была только одна розетка. И подключила все, что мне нужно было заряжать. Посмотрите, это главный центр. Кактусы такие огромные просто. Этот вот дедушка вчера мне помог заселиться, потому что было слишком поздно, они работают до 6. Это бассейн, в котором я вчера поплавала. Я вам сейчас покажу душ. Душ на самом деле, наверное, чтобы не использовали чужие люди, нужно вводить код. Его наверняка... Так, неправильно. И еще раз. Не могу ввести код. Тогда не буду показывать. Наверное, он просто весь занят. Там 3 душевых, 3 туалета. Есть место для переодеться. Сама душевая кабинка. Очень просторно, очень хорошо. Поэтому, в принципе, очень круто это все использовать. Какие у меня планы на сегодня? Сейчас 8 утра. Уже 22 градуса. Это самое жаркое место, в котором я была в своем путешествии. И я планирую ехать на границу с Мексикой опять. До этого я была на границе с Мексикой в Техасе. Теперь в Аризоне. И поеду смотреть на огромнейшие кактусы, которые намного выше, чем мы здесь видели. Сейчас соберу свои вещи, покушаю и буду выезжать.
Да, я решила просто вот так вот мотик бросить. Дальше нельзя ехать. Мне всегда нравились вот такие вот старые места, где есть история. Очень красивый вид на горы. Это церквушка. Мне также интересно. Эти огромнейшие просто кактусы сводят с ума меня. Это просто такое вау! Я очень люблю видеть что-то историческое, да, не новый вот это вот бетон до стекла, а вот это вот. Просто вау. Я даже не знаю, что это. Это специально построенный городок или, в принципе, да, старый город, который смогли сохранить. Кафешка открыта. Раз кафе открыто, значит точно здесь ходить можно. Вид на горы, конечно, здесь просто офигенный. Очень круто. На самом деле здесь очень много всяких магазинчиков, но сейчас слишком рано, они все еще закрыты. И несколько кафешек есть. Кафешки открыты, но я хочу ехать дальше, поэтому не буду останавливаться здесь. Обыск. Очень стильный, интересный город, в котором бы действительно хотелось бы... О, мотоцикл вижу. Пожить. Если бы здесь были такие домики, которые сдавались бы для полного ощущения атмосферы, было бы круто. Ой, заехала в музей. Очень интересное место. Просто, наверное, посмотреть лошадки. No, they don't. I mean, they had pictures. There were pictures in the school, you know, friends of theirs. That's what they Запах пыли и кожи. На самом деле, так понимаю, что раньше здесь добывали золото, и вот эти вот домики остались. И, наверное, сейчас я дойду до места, где построили этот городок. Так понимаю, что это просто построили город в уменьшенном виде. Вот эти вот домики, конечно, меня очень впечатляют. О, такие маленькие детали. Дровишки, ослики всякие. Очень интересно. Тут вообще вот перестрелка людей. Так, это маленькая версия. Вон огромная. Удивительно, что это бесплатно, потому что я увидела фото, думаю, блин, наверное, платно. Thank you. Thank you. Но они меня что-то спросили, и я говорю, sorry, типа, я не понимаю, мой английский плох. Говорит, ну, типа, проходи, смотри. Поэтому зашла, посмотрела. Очень интересно сделано. Я подобное видела, не помню, где-то в Калифорнии. Да, это вот уже настоящее. Просто очень круто. Я когда ездила в тот вот старый город, он рядом совсем, я как раз таки видела железную дорогу. Вот, видимо, здесь был большой город, добывали золото или не знаю, что еще там, уголь, не имею понятия. Добывали, перевозили, город был огромный, а сейчас вот совсем чуть-чуть немножко осталось, но это очень здорово, да, видеть историю всего этого. А сейчас я подойду к кактусу. Господи, как он, оказывается, внутри выглядит. Потрогать его. Блин, он твердый. Он прям как дерево, такой жесткий. Обалдеть. Keep a contract in the back of the car, just in case somebody really wants to make me a star. I get in contact with celebrities, drop a demo with that manager that they'll never see. I guess it's our time, I accept the right time. It's never something that I will find, or you're just being too polite to tell me that this isn't for me. Leave a message saying
просто такая нереальная красота, что нельзя не останавливаться. Я понимаю, что нужно наслаждаться серпантином и все такое, но я наслаждаюсь природой, потому что я такого никогда нигде не видела. Это просто вау. See your faces singing one before I die. Oh, that could turn me down. Wish that you could see me now. Singing one before I die. Посмотреть, куда ведет дорога, потому что интернет не работает, и я просто хочу знать, эта дорога идет вокруг, могу ли я опять в город выехать, или мне нужно возвращаться. Очень красивая природа. Куча мотоциклистов наслаждаются крутой дорогой. Я решила, что я объеду весь путь и посмотрю всю здешнюю природу, не буду возвращаться обратно. Это удлинит мой сегодняшний трейл, но зато я увижу вот это вот. Just gotta hold on till something breaks. Keep on smiling at the rain and never make a mistake. It gets old when no one gets the joke that you already know. But you build that shit up anyway. Leave a message saying that you're proud of me. Я ничего не могу сказать, это очень круто. Я опять не знала, куда я еду. Вау. Я влюбилась в Аризону, это настолько вау, настолько разнообразно, настолько круто. Я не ожидала! Мне теперь хочется сюда, именно на то озеро, Кратер Лейк, или как оно называется, Каньон Лейк. Хотелось бы на несколько дней на падлборде поплавать, на лодочке, шашлычки пожарить. Блин, мне кажется, это очень круто. Круто путешествовать, узнавать новые места, чтобы потом было понимание, куда хочется вернуться для отдыха. Едешь по серпантину, нереальные виды, нереально красивое озеро, люди отдыхают. А потом приезжаешь в городочек, тоже такой старый, деревянный, уютный, где можно покушать. Просто чудо, просто рай. Я обязательно сюда вернусь. Кактусы, железки, мотоциклисты. Я ставила там мотоцикл, как обычно, подальше от всех. Вот это вот что за чудо, я только сейчас увидела. Я на самом деле не ожидала, опять же, я не смотрю карту обычно, я смотрю места, у меня заранее есть места, которые я хочу посетить. Я смотрю поверхностно фотки, но я не смотрю, какая там трасса, что там есть. Музей. Поэтому, когда я приезжаю, я всегда в таком шоке, такая, вау, как же круто. То есть это и плюс, и минус. С одной стороны, я не знаю, куда я еду, к чему мне готовиться. А с другой стороны, это дополнительный вау-эффект. Какой уютный магазинчик. Все, что душа пожелает, очень такое атмосферное. Ну, а я ищу просто стикеры,
Что-то типа вот такого, по-моему, очень круто смотрит. Это стикеры. Шляпа. Все, примеряем. По-моему, идет. Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. У меня опять не работает интернет, я не могу загрузить карты, поэтому я просто поеду куда-нибудь. Очень жарко и очень много бабочек, они летают прям огромными стаями, но красиво невероятно. Вот на вашем фоне огромнейшие кактусы. Едем смотреть больше. Я смогла загрузить карту. Вот я сейчас нахожусь здесь, практически на границе с Мексикой. То есть ниже уже все. Мексика. Это все места, в которых я побывала. Представляете, как много я увидела. И сейчас я стартую вот сюда, вот уже на границе с Калифорнией. И мне ехать 20 минут до заправки, 22 мили, а у меня на 24 мили осталось. Но, надеюсь, хватит. И в целом путь сюда идет 3 часа. Удачи мне! Сегодня целый день за рулем, наверное, уже 8 часов как. Ну, 3 часа осталось, справлюсь. Мне нравится название магазинчика Why Not. Так же, в принципе, как и моя татуировка. Вот, как показать. Why Not. Круто. И похвастаюсь, очень круто считает. То есть ровно 3 мили осталось. И вот мне еще 2,5 часа ехать. Должно остаться было 2 мили, осталось 3. Круто. Заправляюсь, еду дальше.
ленивая, не хочу шлем снимать. Все, я уже езжаю в сторону Калифорнии, и здесь бензин дорожает и дорожает. 4,50, хотя практически пол Америки за 3,50 заправлялась. Сегодня я ночевала в отеле, наконец-то смогла помыть голову, приняла цивильный душ, постирала все вещи, в принципе, перебрала все, что мне нужно, не нужно. Сейчас вот сделала чекаут. Иду к мотику. В планах посмотреть город. Я думаю, сегодня мой крайний день в Аризоне. Потом уже стартую в Калифорнию. Здесь именно еще тепло в Калифорнии. Сейчас 9:42, практически 10. И уже 21 градус. В Калифорнии, конечно, сейчас холодно. Поэтому крайне теплый денечек, когда я могу наслаждаться теплом. А потом я буду мерзнуть. Вижу очень красивые скалы. И думаю, я как раз таки в ту сторону тоже поеду. Итак, погуляем по даунтауну, по старому городу. И стартуем дальше. На самом деле город очень большой, он на границе с Мексикой и с Калифорнией, то есть находится в Аризоне и две границы имеет. Но я проехала, он довольно-таки бедный, практически все закрыто, только одна кафешка или две открытых было. Поэтому я думаю, что не буду тратить время, в принципе так посмотрела, не буду ходить, еду дальше. Ну вот, опять калифорнийские цены на бензин. За 91-й $5 700. А я уже так привыкла платить 3,5-4. Уф.